У Кадырова некроз поджелудочной железы, Литва укрепляет границы с Россией и Белоруссией, а Олаф Шольц отправляет сигналы Путину. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украину ждет тяжелая ситуация уже через несколько недель. О проблемах Киева и сроках завершения войны рассказал глава української розвідки. Ми вже кілька разів проходили важкі періоди, і це і пройдемо, повірте мені. Ядерное оружие может появиться на территории Польши. Дуда готов ответить Путину и Лукашенко. Мы являемся союзником Североатлантического альянса, и у нас есть обязательства в этой сфере. Новая группировка войск России в Белгородской области. Нападение оккупантов. Есть ли силы и средства? Российские войска перебрасывают подразделения, которые в настоящее время дислоцируются на линии фронта к северо-востоку от Белгорода и области. Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде. А вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Супер спасибо» под роликом. Начинаем. Помощь для Украины из США может замедлить наступление России, но его не остановит и, по сути, кардинально не повлияет на обстановку на линии фронта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. В то же время Владимир Зеленский считает, что у Украины появился шанс на победу. Я вважаю, що ця підтримка реально посилить Україну і Збройні Сили. І у нас буде шанс на перемогу, але за умов, що на ці гроші Україна отримує ту дефіцитну зброю, яка так потрібна для відсічі ворога. І щоб ця допомога не була розмазана на дрібниці, а важливо, щоб вона дійсно дійшла у виді тієї зброї, тієї дефіцитної зброї, якої немає на сьогодні. Це і артилерія, це далекобійна зброя стратегічна. Кстати, в Германии говорят, что последние события в США, связанные с возможным выделением военной помощи Украине, говорят о том, что Путину был отправлен четкий и понятный сигнал. Помимо помощи, которую мы предоставили и мобилизовали в Европе, теперь есть еще одно послание – сигнал, в том числе и Путину. Ему надо понимать, что отсидеться или же пересидеть в этой войне ему не удастся, и что поддержка со стороны Европы или США уменьшится. Нет, этого не произойдет. Теперь я, как и все остальные, ждем решения Сената. Аналитики Американского института изучения войны тем временем заявляют о некотором продвижении россиян на линии фронта и предполагают, что оккупанты могут вести подготовку для нападения с еще одного направления. Весной, скорее всего, российские войска продолжат усиленные наступательные операции, чтобы захватить Часов Яр. Независимо от того, будут ли они иметь успех или же нет, это все равно скажется на ситуации на фронте. Так что наступление в Донецкой области мы будем наблюдать. Кроме того, мы слышали от официальных лиц Украины предупреждение о возможном наступлении на Харьков. Мы видели некоторые неподтвержденные сообщения о том, что российские войска перебрасывают подразделения, которые в настоящее время дислоцируются на линии фронта к северо-востоку от Белгорода и области. Там может произойти создание группировки войск, которая, возможно, сможет провести эту операцию. Но на данный момент все еще не ясно, в чем будут заключаться основные усилия этим летом. Украина не проиграет, однако в ближайшее время страну ждет довольно тяжелая ситуация. Эти проблемы начнутся с середины мая, говорит глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он считает, что россияне будут использовать комплексный подход и комплексную операцию для того, чтобы создать такие условия. Ми вже кілька разів проходили важкі періоди, і це і пройдемо, повірте мені. Нічого екстраординарного не пройде. Всі плани заздалегідь нам відомі. Як на них реагувати? На більшість є відповідь. Да, є певні питання, які важкувато буде нам зламати, але ми знайдемо відповідь. Як завжди, в останній момент щось придумаємо.
А еще Буданов говорит, что у россиян был реальный успех в Авдеевке. Это лишь на некоторое время воодушевило российских мобилизованных. Сейчас же они вновь осознают непростую ситуацию. Глава украинской разведки говорит, что война завершится после того, как Украина выйдет на границы 1991 года. Однако не уточняет, как и когда это может произойти. При этом Буданов уверен, что конфликт будет перманентно возникать, затихать и снова возникать. Это была цитата. Польша готова разместить ядерное оружие на своей территории. Это станет ответом на действия России, которая разместила ядерное оружие в Беларуси, по сути, у границ Польши. Варшава должна вооружаться, чтобы у Москвы даже не было мыслей о захвате польских земель, считает президент Анджей Дуда. Россия все больше милитаризирует район Кёнигсберга. Недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь. Если со стороны наших союзников будет принято такое решение о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником Североатлантического альянса, и у нас есть обязательства в этой сфере, так что мы просто проводим общую политику. Кроме того, Дуда говорит, что России нельзя дать победить, а для этого необходимо вооружить Украину. Если же и появятся какие-либо угрозы для самой Польши, то, по мнению Дуды, США останутся главным союзником страны. Кроме того, Дуда не верит, что с приходом Трампа Соединенные Штаты выйдут из Североатлантического альянса. 168 нелегальных мигрантов пытались попасть на территорию Литвы из Беларуси. Такую статистику лишь за первые 4 месяца 2024 года приводит служба охраны госграницы Литвы. То есть фактически ежемесячно более 40 человек рвутся в Европу. К слову, в прошлом году, согласно данным литовских пограничников, они смогли предотвратить въезд практически 3000 нелегальных мигрантов из Беларуси. В то же время на литовско-российской границе, протяженность которой практически 300 километров, Вильнюс усиливает контроль. Наша граница с Россией охраняется на самом высоком уровне. Вся граница контролируется современными системами наблюдения, а пограничники оперативно реагируют на любое нарушение границы. Однако, принимая во внимание потенциальные угрозы, а также уроки, извлеченные из войны в Украине, мы стремимся и дальше укреплять охрану нашей границы с помощью контрмобильных и других мер. Нам также необходимо укрепить взаимодействие службы охраны госграницы с военными. Путин хотел российский чебурнет, Лукашенко мечтает о своем Windows. В Беларуси заявили, что планируют создать отечественную операционную систему. О планах рассказал так называемый министр связи и информатизации Константин Шульган. Да, и это не все мечты. Кроме всего, Минск утвердил себе направление на создание еще и комплекса офисных программ, а также белорусского веб-браузера. Шульган говорит, это улучшит качество жизни белорусов, а еще укрепит цифровой суверенитет республики. Якобы уже сейчас создан специальный перечень пилотных проектов, он передан разработчикам. Так называемый министр Шульган, кроме всего, говорит, что между деревней и городом не должно быть цифровых границ. Это ли сейчас необходимо Беларуси? Напишите об этом в комментариях. Мы пошли вот с городов гораздо поскромнее размером для того, чтобы родить здесь цифру, которая потом вольется в общую реку, скажем так, цифровых данных, обмена данных, и которые позволят и эффективно, и, наверное, более качественные решения принимать на местах, и, условно говоря, все эти процессы делать прозрачными и понятными. Урановые скважины в Курганской области России ушли под воду из-за паводка. В частности, речь идет о старых скважинах месторождения «Добровольное», на котором добывают уран одно из предприятий Росатома. Издание агентства пишет, что раствор урана мог попасть в воду. Российские экологи говорят, наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, которая копилась годами от растекающихся подземных вод из старых опытных скважин. Такой вывод сделан благодаря видео, которое было снято одним из местных жителей в том районе, где находились эти скважины.
Авторы публикации пообщались с экспертом программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андреем Ажаровским и узнали, что ждет теперь жителей Курганской области. Эта утечка приведет к повышению концентрации солей урана в реке Тобол. Уран – альфа-активный препарат, и попадание его внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое намного более опасно, чем внешнее. Конечно, вода Тобола сильно разбавит растворы, концентрации не будут превышать какие-либо нормативы. Но все равно коллективные дозы курганцев возрастут, и кто-то получит заболевание. Это абсолютно неизбежно. Кадыров борется с некрозом поджелудочной железы последние 5 лет. О состоянии здоровья и, в частности, о диагнозе предателя чеченского народа пишет «Новая газета Европа». Первые сообщения о непростом состоянии Кадырова появились еще в 2019 году. И сразу после этого специальная группа пиарщиков развернула целую федеральную кампанию, чтобы убедить всех в обратном и сделать из нездорового Кадырова здорового, пишут авторы издания. После этого в информпространство вбрасывались разные версии того, чем же время от времени болеет Кадыров. Речь шла в том числе и об обычных простудах. А когда Кадыров исчезал из соцсетей и не появлялся перед объективами камер, говорилось, что он просто в отпуске. Кроме того, уже сейчас ясно, что за последние 5 лет кардинально изменилась внешность Кадырова. Он опух. Источники «Новой газеты Европа» сообщают, что серьезная болезнь Кадырова окажет значительное влияние на его жизнь и правление. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.